Поиграем на деде. И тут же вот сразу, да? Как это понимать? То у тебя всю игру буквально ищешь под сейф, да, а его в итоге нет. А тут на тебе сразу. Not bad, not bad. Ну, по большей части все челы, которые вот здесь в топе, да, они обижены на людей. Я тоже как-то раз попался против чела. Переиграл его, и он меня просто обоссал. I don't give a shit. Не, ну конечно я возьму Бору. Чё же я буду еще брать? Моношилд? Неужели моношилд мне сделать погоду? Идти в броню, что ли? Не, ну если брать моношилд, то это с тем расчетом, что либо у тебя будет восстановление маны за счет там магуса и косы, допустим, да, бешеная, либо просто дать тебе защиту, чтобы тебя не так быстро убивали. Да ё-моё, опять Рики. Опять Рики, опять Спектра, что происходит? Опять всякие муэрты. Тут хочешь не хочешь, но если у тебя в голове какая-нибудь тактика вырисовывается, да? Далеко не факт, что по этой тактике у тебя получится переиграть. Бывает все с точностью, да, наоборот. Все происходит либо в лучшую сторону, либо наоборот. Ты 7-е место занимаешь и думаешь, ну ладно, окей. В следующий раз повезет. Ну что, курить пошел, что ли? На тебе, дракончик. И где-то ауру нашел красивую. Мифическая. Главное, написано Red. На самом деле она какая-то не красная, по-моему. Точно не красная. Опа-на. Вырисовывается или нет? Давайте посмотрим. Мне аж опять же вот настолько интересно, что хочется проверить. Будет ли коса? Что-то там мне подсказывает, что все-таки нет. Но шансы есть. Что Леша еле бьет. Леший дед. Востошуба дед. О, Рики не через Giant Strike, а через Grand Librarian. Серьезно. Прикольчики. Боже, я еле бью. Он урон мне срезал, я вообще его не пробиваю. У меня и так 49 урона, еще и 7 срезал. По сути, не надо, но... Как я изначально говорил, что я просто взял проверить, все-таки выпадет или нет. Если выпадет, да, хорошо, прекрасно, замечательно, идеально. Но большие сомнения. Это точно так же, как вчера, например, Тайтхантер сразу же выбил колючки Бристлбека и пассивку. Вот так вот просто. Вот этого не было, было вот это и вот это. Как он это выбил? У него был дуэлист. Везение. Просто везение. Другому никак. А тут сейчас Бристлбек выбьет себе дисперсию. Я не знаю, правда, он походу АФКшит. Хотя способности вкачивает, видимо. Нет, не АФКшит. Взял Вархелмен. Но если он не будет ее бить, он выиграет. Если будет бить, проиграет. Молодец, не бьет. Красава. Фу, мне аж показалась коса. Она прям такого цвета, хотя это тоже зеленого. Нормально. Дед пассивочный. Это называется тактика дед мистер пассивка.
Вот это там урона. Замечательно. Что за лаги, алло? Что с пингом? Здрасте, приехали. Да. Что-то игра слишком жестко пингует. Он мне моношилд выбил буквально за 2 удара. Потому что крит, до хера урона, плюс фурис вайпс. Небольшой посос. Урона с руки дофига слишком. А, там мастеры. Ладно. Логично. Даже еще. Даже еще как не в Магус. Хорошая скорость атаки. Под свирепостью нормально, под муншардом. Самое главное, тут ничего не нужно. Ты просто включаешь ульту Мерта и все. Берешь скорость атаки. А под ганслингером так тем более. Птичка вылетает дополнительная. Но баш не имеет смысла, конечно, но тем не менее баш работает. Категория урона смешанная. Почему она, кстати, работает, непонятно. На самом деле не должно. Блин, Бристлбэк там раскалючился, еще булварк нашел зачем-то. Не, ну, конечно, булварк на Бристлбэке искать это бессмысленная тактика. Булварк режет только, ну, хотя, может быть, только против физа какого-то, который имеет дуэль. Да ладно, возможно. Против опять зеленой опять показалась коса. Давайте поищем косу. Да, вот, по крайней мере, когда против тебя играет легионш или человек с дуэлью, когда он дает тебе дуэль и тебя бьет в лицо, тогда ладно. Булварк, может быть, пригодится. Самое интересное, опять в каждом роле, блин, в каждом роле зеленое, что-нибудь зеленое. Замедление атаки 160. Жестко. А нужно ли? В итоге косы нет. Значит, моношилд мне не нужен абсолютно. Нет, то, что оно снижает скорость атаки на 160, это люто. Берешь Шиву, берешь... находишь Untouchable. Берешь дракончика. Тоже Скади. Что там еще можно? Пенту, наверное, да? Для дальника как раз. И что? И в итоге у тебя скорость атаки просто в ноль уменьшается. А, можно еще этот взять. Канин. Там был Канин, кстати. Кстати, можно попробовать. Прикольно. Если так логически подумать, то скорость атаки уменьшается. За счет этого ты воруешь себе скорость, у него уменьшается. В итоге он вообще сбить не сможет. Нужна скорость атаки. Можно сразу собрать брошку, выйти в Аганим. По крайней мере, для того, чтобы чуть-чуть увеличить длительность борроу тайма, хотя, возможно, бесполезно. Брошка пополезнее будет. Плюс муншард на первое время. Можно обратку взять. Обратка под борроу тайм идеально. У меня, во-первых, да, есть потоки маны. Плюс крещендо. На крещендо 3-го потоки маны. Жалко 2-го. Но, тем не менее, когда у меня отнимается мана, урон увеличивается исходящий. Самое что интересно, вот сейчас я должен замедлить ее, но бравлер ее усилит. И тут палка в двух концах. Как правильно сыграть. Ну ладно, попробую бить. Что делать? Нет, все-таки выживает.
Слишком хорошо выживает. Она мне буквально тут же выбила все. Но у меня лица нет, потому что хп мало. Интеллекта вообще под моношилд нет. Ничего нет буквально. Там нужно в итоге какой-нибудь баш. Огромная скорость атаки, чтобы его башить, чтобы он не смог законтролить тебя. Чтобы в итоге ты его законтролил своей скоростью атаки, своим башем. Но нужна живучесть, потому что у меня живучести вообще пока нет. 0, просто 0 живучести. Никакой. Но Аганим все-таки соберу под этот. Муншард хорошая штука, но не против всего. На первое время в любом случае пойдет. Бладстоун вообще нет смысла брать, пока у тебя нет чего-нибудь магического. Вот головы сайленсера, возможно, под Бладстоун было бы идеально. Ну или хотя бы какой-то периодический урон магический. Ну, не то что магический, можно любой. Но главное, чтобы был урон от способностей. Тогда Бладстоун при нанесении урона хотя бы отхилит. Ну, чтобы моношилд восстановился. Вот опять же, да, вот Каннинг пофиксили. Если бы это было тем самым Каннингом, как в начале, когда ты бесконечно воруешь, вот это было бы вообще жесть. Но, по крайней мере, да, тут нужно иметь хотя бы какой-то баланс. Когда есть полный дисбаланс в чем-то, тогда бессмысленно, это полный бред. Но лично мне непонятно, почему Канин ворует скорость атаки буквально до 9. Я видел, вчера, по-моему, чел играл, он украл скорость атаки, и у чела было просто 9. Скорость атаки 9. Как это возможно? Хедшот, шанс 40%, урон 140. Дальность отталкивания 35. Герой стреляет точнее. Его каждая атака может нанести дополнительный урон, оттолкнуть жертву и недолго замедлить ее продвижение и атаку на 100%. Замедлить ее скорость передвижения и атаку на 100%. Мама родная. Так это получается тогда имба? То есть, я так понимаю, здесь замедление атаки 160, здесь замедление передвижения и атаки на 100%. И здесь еще. Тут само по себе напрашивается на что? На Шиву и на Untouchable. Ну и, возможно, на Скаде. Я сегодня потолкаюсь, можно? Ничего не пойму, можно ударить хотя бы как-то, не? Что это было? У меня Borrow Time включился и начало лицо отниматься. Что это было? Я, если честно, ничего не понял. Подожди, здесь категория урона атака. Ну да. Магический вампиризм срабатывать от этой способности не будет. Даже от этой не будет работать, потому что категория урона атака. Нужна шард, чтобы вампиризм был от этой способности. Вот это да, хороший дэмэдж, нормально, изи. Да? Я не знаю, не понимаю. А False Promise нажать? Не судьба. По-моему, он точно не нажимал. Насколько я смотрел дуэль, я точно осознавал, что он не нажимал этот False Promise.
Но под эту тактику замечательно подходит, что гонец. Да, правда, гонец у меня третьего нет, хотя бы второго 40%. Но это та самая тактика, когда ты воруешь скорость передвижения. У меня вообще скорость атаки воруется неплохо. Плюсом я за счет гонца, увеличивая свою скорость передвижения, могу убежать хотя бы. Ну, против Мэрта вряд ли убегу. Дальность атаки большая. Хотя, подожди, там 550 вроде. 575. Зачем ты берешь Бэддис Бумстик? Ты чё, вообще что ли? Ты 200 рейтинга, и ты берешь Бэддис Бумстик на мастере? Не, ну ладно, да, согласен, дальность атаки увеличивается, но, блин, оно же не работает. Что ж, все понятно. Он там законтролил своих птичек. Так самое главное, то, что он берет себе медальон от птичек. Это та самая тактика, как в доте. Еще самая старая тактика. Интересно сюда бы взять еще какой-нибудь сплэш и посмотреть, что будет с крипами. Потому что, например, если поиграть на медузе через сплитшоты, когда у тебя эффекты работают с хедшотом на всех, плюс баши, даже плюс лаки-шоты. Замедление атаки 160, офигеть. Почти как Untouchable. Там 200, тут 160. Не, ну это жестко. Чтоб тебя. Рики, что с тобой не так? Может, это из-за того, что у нее станы, плюс блицстрайк, хотя у него 2 подсейва. Она не может ударить, она еще... Ну, она как бы взяла себе артщит, возможно, из-за артщита. Возможно. А, еще одна. Что ж, ладно, пускай. Не будем отчаиваться. О, этот босс ко мне не подойдет. А, лох. Не смог. Ты можешь умереть наконец-то, не? Не подходи ко мне. Бан в жбан. Ловко, сила падает. Нормально. Чё он какой-то живучий? Чё у него так много брони? Бронированный опасен. А, ну там и торчер Кал, согласен, да. Бронит фига. Нет, трансляция умерла, потому что у меня роутер, как всегда, опять сломался. Роутер барахло. Ну, может, не сам роутер, а именно плохо опрессован кабель, возможно. Почему лишь рак, говорит Айкам? Не знаю. Без понятия. Реквием по Чечне, у чувака ник. Нормально.
Фиг, откуда у меня 40 брони, е-мое? Неужели я такой сильный? Нормально. У меня есть 633, и скорость выросла до 840, по-моему. Тут написано, можно украсть до 200 скорости передвижения атаки. Не работает на иллюзии, кстати. Какого-то хрена. Фига себе ее расчленила, алло. Неплохо, неплохо. Но здесь режется броня. Тем самым он как раз свою же броню и отдает, ну, уменьшает себе, чтобы уменьшить ему. В обраточку. Чё он там возмущается, не пойму. Что с ним не так? Что происходит? По-моему, чел явно сломался. Он все как раз спихнул на хедшот. Интересно, почему? То есть я его переиграл хедшотом? Это все баттерфляй. Это все баттерфляй. Фига себе там урона. Ну блин, держать мана-шилд под потоками маны, особенно второго левела, что-то не внушает доверия. Как бы с одной стороны, вроде я понимаю, что мана отнимается, урон увеличивается. Но у меня мало урона. Та же самая обратка, я не думаю, что будет прям сильно много дамажить. Бля, не герой интеллекта, у меня прирост... Ну хотя прирост и в 2.6. Для героя ловкости слишком круто, даже сила 2.0. Ему можно в универсал идти. Вообще идеально. Приросты слишком хорошие. Ну, крепочка можно снизить скорость атаки максимально до 0. Ой, не до 0. Просто 22. Скорость атаки 22. Там 7 секунд на атаку. Подожди, а чё она не била, не пойму. В чем подвох? О, сюда бабки, алло. Спасибо. Я всегда верил в то, что когда-то ставочка сыграет 8700. Изи. Самая легкая катка. Фу, не катка, самая легкая ставка в мире. 8700.
Даже почти 800. Блин, как же замечательно осознавать, что у тебя по ставкам все просто превосходно. Даже те минусы, которые были, как-то и нормально, и вообще зашибись. Только поменять бы все-таки, наверное, моношилд бесполезно. Не, с одной стороны, я понимаю, что моношилд дает мне жизнь, но его можно легко выбить. Тем более, исходящий урон, как у меня вроде как увеличивается, но не сильно. Ай-яй-яй-яй, почти. Ну а жесть, офигеть. Я не знаю, как это произошло, но ей в один прекрасный момент стало очень больно. Но видно, что я не живучий. У меня моношилд буквально выбился за долю секунды. Мне кажется, все-таки как раз именно Бравлер, который у нее контрит мой Канин. Кстати, уже 1000 скорость атаки. Подожди, а базовая сколько? 700? Ого, 824. Неплохо. Очень даже неплохо. О, музычка классная. Сейчас драмчик пойдет. Лютый. Кажется, Рики что может что-то делать. Ну что ты творишь? Жопой к нему не поворачивайся. Догони его. Добей. Изи. Здорово. Хорошего стрима? Да, спасибо, конечно, но стрим уже говнострим, по сути. Следующее, да, наверное, будет. На самом деле людей мало, как-то даже не хочется лобби запускать. Кстати, она нашла чем контрить его. Но у нее ульта Муэрты. Как раз Муэрта и контрит Бристлбека, то что у нее есть ульта, она может нанести по нему урон, и при этом он не будет отхиливаться, потому что колючки не бьют в ГОСТ. Боже, она еле выиграла. Зачем же ты била в обратку? Дурочка. Ой, дурак. Не подойдешь. Ну да, он ко мне не подойдет никак. Ох уж эти ваши хедшоты, да?
А что делает Маркс? Он просто добавляет... Блин, ну Маркс, он, конечно, идеально подходит, потому что я отталкиваю. Если находиться на расстоянии, там жесткое пробитие. Или еще увеличение ловкости. А если взять импетус и взять Бладстоун, можно даже попробовать и на отхилах за счет моношилда. Просто попробовать. А можно делать споньк. Дальность 500, а кажется, как будто... Ну да, неплохо отхиливаюсь. Я бы даже сказал, замечательно. Но мне тогда... Мне тогда нужно хотя бы это. Потому что урона маловато. Блин, зачем ты поменял рейдж? Мне кажется, рейдж это как раз и единственная защита была. Зря он поменял рейдж. Вот это там урон растет. Там 1000 было. Как же я делаю ставки, я просто провидец. 9400, что? Hey, Что that's происходит, pretty блин, good. алло? Нормально. Жесть. А, она просто лопнула. What? Вот это было идеально. Он просто лопнул. Зачем мне тогда вот это, да? Оно бессмысленно. Но здесь замедление атаки 160, это нереально. А скорость атаки 777. Брони 77. Плюс. Здесь почему-то что-то пошло не так. 8700. Подожди, что там было? 2000. Ладно, 2000 мало. 5300, 9400. Что это за ставки, алло? Кто там настолько богатый, что full прайс просто дал не туда? Реально. $37 000 урона. Замечательно. Мне еще и книжка дает, серьезно. Вот что там, что вы там жрали? Алло. Блин, ну тоже, да, у нее баши. Баша на самом деле неприятная штука. Изи. Это вообще самая легкая игра в мире.
Нормально, что это такое? Это называется батенька с импедусами. Нифига себе урона, алло. По-моему, как-то многовато урона, не? Жесть какая-то. Ну, Арктик Берн точно не имеет смысла. Двойная тычка. И что дальше? Подожди, сколько там перезарядка? 2,5. Не, по-моему, в ней нет смысла. Я никак не забагаешь. Я даже не помню, когда я вообще последний раз играл через импедусы. Еще чистый дэмэдж. Зачем? Крепочка, а вот чего так люто бьете, алло? Что у вас с уроном? Жестко, по-моему. Мана пополняется буквально сразу, бам, и все. Сколько вас, блин? Что-то их как-то многовато. Тут, как всегда, забагалась какая-то хрень. Мне аж интересно, что же все-таки то забагалось. Ну, а как будет работать пассивка? Офигеть, что так много дэмэджа?
Да чтоб тебя, ля. Это пробитие. Да, тут нужен какой-то булвар, хотя бы, чтобы не так сильно били. Бьют больновато. Да чтоб тебя, ля. Жесткие крепочки. Страшно бьют.